Я люблю Бейонсе, она потрясающая. А что насчет Джей Ло? Я ее не знаю. На данный момент ты знаешь Джей Ло? Зритель ответил за меня. Что вы думаете о том, что люди до сих пор обсуждают «я ее не знаю» спустя столько лет? Я по-прежнему ее не знаю. У меня нет вражды с ней. Совсем. Мне неприятно, когда кто-то копирует мой образ, причем даже не будучи настоящей певицей. Я не певица. Я не выступала как певица. Я танцовщица. Пение для меня на первом месте. Это талант, данный мне Богом, за который я благодарна. Ее дело в чем-то другом. Так что Джей Ло — это не что иное, как Ашанти в парике. Вы это услышали здесь. Есть фразы, которые становятся больше, чем просто словами. Они превращаются в мемы, в культурные символы и даже в визитную карточку человека. У Мэрайи Кэри такая фраза тоже есть. И всего 4 этих слова развязали вражду, которая длится и по сей день. Привет, я Надин, и сегодня я вам расскажу, как зародилась та самая разборка между Мэрайей Кэри и Дженнифер Лопес. Откуда появилась знаменитая фраза «Кто у кого украл песни?» и как ущемленное эго бывшего мужа едва не разрушило успешную карьеру. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. История началась в начале 2000-х на немецком шоу TAF. Ведущий задал Мэрайе вопрос о Бейонсе, певица ответила с теплотой, отметив, что любит ее как артистку. Но следующий вопрос оказался куда более провокационным. Он касался Дженнифер Лопес. Мэрайя улыбнулась, слегка покачала головой и произнесла «Я ее не знаю». 4 слова, которые изменили ее публичный образ навсегда. На первый взгляд ничего особенного, не все звезды знакомы лично, но именно эта фраза со временем превратилась в один из самых известных моментов поп-культуры. Хотя Дженнифер утверждала, что они с Мэрайей встречались за кулисами разных мероприятий и всегда обменивались приветствиями, Кэри настаивала, личного знакомства у них не было. Со временем фраза «I don't know her» начала жить собственной жизнью. К середине 2010-х она стала мемом. Одни видели в словах холодную вежливость, другие неприкрытый шейд. Журналисты даже окрестили Мэрайю королевой шейда, а культурологи сравнивали эту фразу с изысканной формой высокомерия. Сама Кэри все отрицала, по ее словам, никакого злого умысла не было, это был честный ответ. Дженнифер, в свою очередь, тоже старалась не подливать масло в огонь, но слухи о том, что конфликт связан с кражей песни и вмешательством бывшего мужа Мэрайи, только подогревали интерес к истории. Так простая реплика превратилась в часть образа Кэри, в символ харизмы, пассивной агрессии и стала частью культуры целого поколения. И чтобы понять, откуда вообще взялась эта легендарная фраза, нужно вернуться в конец 90-х. В то время в истории Мэрайи появился человек, который повлиял буквально на все. Ее бывший муж и глава Sony Music Томми Моттола, который очень быстро нашел себе новую игрушку и начал использовать ее, чтобы мстить бывшей жене. В 98-м Томми начал сотрудничать с уже известной актрисой, но еще совсем неизвестной певицей Дженнифер Лопес. После роли Селены Дженнифер твердо решила, к танцам и актерству нужно добавить еще и музыку. Она понимала, что у нее нет таких вокальных данных, как у Кэри, но была готова компенсировать это упорным трудом. Извините, простите, ребят. Мне тоже было больно. Лопес начала рассылать испаноязычные демозаписи по разным лейблам. К этому моменту Моттола уже расстался с Мэрайей, и его прежняя одержимость ею будто бы переключилась на Дженнифер. Благодаря его поддержке Лопес получила доступ к лучшим продюсерам и песням. И тут же появились слухи, Томми сознательно делает из нее замену Мэрайи. Связующим звеном стал Диди. По слухам, именно он познакомил Дженнифер с Моттолой и убедил его вложиться в ее музыкальный дебют. Удивительно другое, сам Компс не подписал ее на свой лейбл. То ли не захотел, то ли его просто послали. Но так или иначе пошли разговоры, что союз Диди и главы Sony был чем-то большим, чем рабочее сотрудничество. Карьера Лопес выглядела как тщательно продуманный проект. Никто не рассматривал ее как певицу, но ты действительно увидел в ней что-то. Да, но я не могу приписать себе всю заслугу. Томми Моттола увидел в ней что-то. Он позвонил мне и сказал, у меня есть одна артистка, она актриса, но я думаю, что у нее есть все, чтобы стать суперзвездой. Я хочу, чтобы ты с ней встретился. Я пришел, встретился с ней и сразу же, буквально в первые 5 минут, был потрясен ее личностью.
Сама Кэрри довольно тепло отзывалась о Паффи, потому что была свидетельницей его рассвета. В своей книге певица вспоминала, что именно имя Компса впервые стало причиной, когда она осмелилась высказать свою злость. И его же имя довело Матолу до белого коленя. Это произошло за ужином в честь Дня Благодарения. Разговор зашел о Bad Boy Records, и как единственную молодую артистку за столом Мэрайю спросили о будущем музыки. Она ответила, что именно с Диди и его артистами оно и будет. Этого оказалось достаточно, чтобы Томми вышел из себя. Он и раньше позволял себе уничижительные комментарии в адрес Компса, что через пару лет Паффи будет чистить ему ботинки. Сама Кэрри считала эти слова не только высокомерными, но и откровенно расистскими. Здесь еще было и личное. Отец Кэрри темнокожий, и она не раз сталкивалась с попытками стереть ее урбан-идентичность. По словам Мэрайи, Матола хотел превратить ее в белого артиста. На ужине реакция Томми была бурной. Он вскочил из-за стола, начал метаться по залу, вернулся и, ударив кулаком по столу, закричал: «День благодарения отменяется». Ботинки ему, конечно, никто чистить не стал. Наоборот, вскоре началось сотрудничество. Матола направлял карьеру Лопес в поп-русло, а Диди добавлял ей уличного R&B звучания. В итоге получился своеобразный деловой треугольник. Лопес вдохновлялась обоими, и многие были уверены, ее успех был не только результатом таланта, но и следствием закулисных игр и стратегий. Как бы там ни было, альбом оказался успешным. Синглы тоже. Дженнифер запела. Слухи о соперничестве между Кэрри и Лопес были лишь вопросом времени, ведь Мэрайя по-прежнему оставалась с Сони. И как только дебютный альбом Дженнифер вышел, журналисты сразу начали спрашивать Кэрри о новой звезде. Отвечала она холодно, с явным пренебрежением. Ей просто не нравилось слышать имя Дженнифер Лопес. Это был явно не тот человек, о котором она хотела говорить. Мэрайя подчеркивала, что Лопес начинала как танцовщица, а в фильме Селена вообще не пела сама. Там звучал оригинальный вокал Селены, а Дженнифер только открывала рот под фонограмму. Подытоживая, Кэрри давала понять, она не считает Лопес певицей своего уровня, и что они в принципе не находятся в одной категории как артисты. Я не певица, я не выступала как певица, я танцовщица. Я начинала петь, и микрофон такой. И потом, о, микрофон! Потому что это не мой голос. Вскоре Мэрайя решилась на отважный шаг и разорвала контракт с Сони. Для Томми это был удар по самолюбию. Его эго не выдержало, и он начал сознательно мешать продвижению новых проектов. Как позже писала сама Кэрри в своей книге, Томми пришел в ярость, когда я перерезала нити, за которые он так долго дергал. Он не мог смириться с мыслью, что после разрыва и с ним, и с Сони я добьюсь успеха без его участия. Он не собирался позволять сиять ни мне, ни Глиттер. Ему было мало просто осложнить мою жизнь. Он хотел, чтобы я потерпела полное и сокрушительное поражение. Он любил повторять: «Ты делаешь свое дело, а потом я творю свою магию». Но никакой магии не существовало. Он скорее уничтожил бы меня, чем признал, что никакой он не волшебник. Если бы саундтрек «Глиттер» оказался триумфом, ему пришлось бы признать очевидное. Он не всемогущий, не незаменимый и не тот человек, который в одиночку создал Мэрайю Кэрри. Злость усиливала и моя рекордная сделка, крупнейший на тот момент контракт в истории музыки, и то, что я начала сниматься в кино, шаг, который он всегда запрещал. Моя карьера расширялась, его мир сжимался. Он уже был унижен, когда я ушла, но мой успех без него, для его хрупкого эго, это было слишком. Это разрушило бы всю его империю, построенную на страхе. Что бы подумали другие артисты, если бы я справилась одна? Я знала, он был одержим идеей лишить меня права на самостоятельную жизнь. Казалось, он не успокоится, пока не убедится, что я стерта с лица земли. И вот тут начался полный саботаж карьеры Мэрайи. Тот самый триумфальный саундтрек к ее актерскому дебюту в фильме «Блеск» попросту украли. Для трека Loverboy Кэрри заранее купила права на сэмпл из песни Firecracker группы Yellow Magic Orchestra. Запись была готова к релизу. Но Матола узнал о планах и сделал ход конем, выкупил сэмпл и отдал его для нового трека Дженнифер «I'm Real», который вышел раньше. В итоге Мэрайе пришлось в спешке заменять сэмпл на фрагмент из композиции «Candy» группы Cameo. Ей было непонятно, как мелодия, которую она закрепила за собой еще летом,
прошлым летом вдруг появилась на альбоме Дженнифер Лопес. Это действительно сильно ее задело. Лопес же в интервью с восторгом рассказывала, как впервые написала мелодию и доработала текст. Песня стала для нее очень личной и особенной. Ради пары строчек «Она плохая-плохая сучка» Дженнифер даже заставила Диди бросить все дела, приехать с другого конца города, записать вокал за пару минут, далее сказав «Все, можешь идти». Это был действительно очень важный момент для меня как автора, потому что впервые я написала мелодию, где сама сочинила музыку. Но на этом история не закончилась. После выхода оригинального I'm Real команда Лопес захотела зацепить и R&B хип-хоп аудиторию. Так появился ремикс с участием Ja Rule, вышедший всего через несколько недель. Здесь снова угадывалась рука Матолы. Он явно хотел воссоздать магию дуэта Мэрайи и Ja Rule. Правда, Рул отказался делать простой ремикс и написал совершенно новый трек с тем же названием. Интересная деталь: в первой версии I'm Real автором значился Мартин Денни, автор Firecracker, а вот в ремиксе его имя исчезло. Сэмпл там либо сильно изменили, либо убрали вовсе. Саботаж подтвердил и продюсер Ирв Готти. Он вспоминал, как в один день Томми позвонил ему неприлично рано утром. Просьба была проста – сделать для Джей Ло и Ja Rule песню в стиле If We. По словам Готти, Матола прекрасно знал, что он и Ja Rule работали с Мэрайей, и именно поэтому проявил интерес. Ирв добавил, что Томми не скрывал ненависти к бывшей жене и хотел настроить Дженнифер на прямое соперничество с ней. Чтобы ускорить процесс, Матола даже выделил частный самолет, чтобы доставить Ja Rule, который был на гастролях, на съемки клипа. В итоге Готти и Ja Rule, попросив помощи у Ашанти, еще одна жертва Дженнифер Лопес, о ней расскажу позже, создали ремикс I'm Real. И он подозрительно напоминал If We. Но именно ремикс, а не оригинал, стал настоящим хитом. В своей книге Мэрайя описала эту ситуацию очень жестко, при этом так и не назвала имени Лопес. Но одной единственной фразы оказалось достаточно, чтобы все поняли, о ком речь. Вот что она писала. Начался саботаж. Я написала Loverboy, мелодия была четкой с заразительным ритмом. Вместе с продюсером Кларком Кентом мы выбрали для сэмпла Firecracker группы Yellow Magic Orchestra. Несколько человек из команды услышали песню и были в восторге. Но радость быстро сменилась тревогой. Шпионы Sony сразу донесли об этом. Я выбрала этот трек и выкупила права, но стоило Sony услышать новую песню, как они поспешили выпустить сингл для другой певицы, которую я не знаю, использовав тот же сэмпл, и они сделали это раньше, чем вышел Loverboy. Мы с Ja Rule работали вместе, и вскоре Томми позвонил его менеджеру Ирву Готти и попросил их сделать дуэт для той самой певицы. Ирв позже прямо сказал, он знал, что мы работали с Мэрайей и специально хотел ей навредить. Это был саботаж в чистом виде, но я не позволила Томми остановить меня. Я сменила направление и выбрала новый сэмпл. Кларк снова собрал мощный трек, сохранив кусочек Firecracker, который до сих пор остается моей любимой частью песни. А Добрат в своем жестком рэпе на ремиксе сказала все, что я сама могла бы сказать. И даже больше. Конечно, Sony все отрицали. Представители лейбла заявили, что никаких краш не было, а одинаковые сэмплы – простое совпадение. Но вот только для фанатов слова Sony и воровство давно стали почти синонимами. За 11 лет работы Кэрри с лейблом на нее, Sony и лично на Матолу как минимум трижды подавали в суд за плагиат. Все дела замялись во внесудебном порядке на сумму около $1 миллиона. При этом Мэрайя не признала своей вины. Тем временем саботаж не ограничился одной песней. Sony стали препятствовать рекламным кампаниям. Постеры снимали, промо-акции отменяли без объяснений. Хуже того, шпионы сливали Матолле все, что происходило на съемках «Блеска». Он даже тайком просматривал отснятый материал. У Кэрри началась паранойя. Она пыталась скрывать каждый шаг, а команда считала, что она драматизирует. Но когда альбом Лопес вышел с подозрительно похожим треком, сомнения исчезли. Паранойя оказалась вполне оправданной. К тому же релиз фильма и альбома совпал с трагическими событиями 11 сентября 2001. Это практически уничтожило все шансы на успех. Публика в тот момент не была готова к легкому романтическому мюзиклу. Фильм провалился, собрал всего $5 миллионов, завоевал золотые малины и навсегда прописался в списках
худших фильмов всех времен. Альбом показал себя лучше, 2 миллиона копий и платина, но из-за фильма все равно оказался с клеймом худшего. Для Кэрри, которая целый год тайно трудилась над «Блеском», это выглядело как двойное ограбление. Однако время все расставило на свои места. В 2018-м фанаты запустили кампанию Justice for Glitter, и саундтрек спустя 17 лет внезапно ворвался в чарты. Кэрри поблагодарила фанатов и сказала, что готова снова петь эти песни. Но кража Мотолы и Лопес могла иметь и положительную сторону. Кэрри использовала ситуацию, чтобы разорвать связи с Sony. По контракту она все еще должна была им альбом. Один из источников рассказал, что Мэрайа и ее адвокат пошли к Томми и сказали, что если они ее не отпустят, она расскажет руководству Sony о том, что он с ней сделал, и о том, что он сделал с ее проектом. Предполагалось, что Мотола хотел представить альбом Glitter как можно хуже японскому руководству Sony, которое обожало Кэрри и хотела сохранить ее как артистку. Несмотря на провалы в США, в Японии альбом продавался как сумасшедший. В итоге Мэрайа ушла к лейблу EMI Virgin, подписав рекордную сделку на $80 миллионов. 21 миллион она получила сразу авансом. Но когда альбом провалился, EMI запаниковали и выплатили ей еще 28 миллионов просто за расторжение контракта. Казалось бы, финансово Кэрри только выиграла, но эмоционально наоборот. После еще одного неудачного романа, на этот раз с певцом Луисом Мигелем, смерти отца, ее самочувствие пошатнулось. Она начала себя довольно странно вести, делать странные комментарии, оставлять странные сообщения. Ей определенно нужен был перерыв. What are you doing? Oh my God. Разборка десятилетия полностью обрела форму. Дженнифер чаще молчала, а вот Кэрри подбрасывала дров. В одном из интервью, когда ведущий спросил, что слышал о краже песни «Однажды», Мэрайа саркастично переспросила «Однажды?». В другом интервью ее назвали Супергерл, которая умудряется спать всего по 3 часа в сутки. На что журналистка заметила, Дженнифер спит все 8. На что Мэрайа ответила: «Если бы у меня была роскошь не петь собственные песни, я бы тоже так делала». Затем у нее спросили, повлияли ли как-то Джей Ло и Бейонсе на ее музыку. Кэрри очень удивилась подобному вопросу. Похвалила в очередной раз Би, Лопес даже не стала комментировать. А что вы думаете о новом поколении певиц? Дженнифер Лопес, Бейонсе и других R&B исполнительницах. Что вы о них думаете и влияют ли они на вашу музыку? Влияют ли они на мою музыку? Я не знаю, может быть. Сложно сказать, их нельзя ставить в одну категорию, потому что одна из них вовсе не новое поколение, она просто начала петь позже. А вот Бейонсе, на мой взгляд, замечательная, очень талантливая артистка. Позже певица прямо подтвердила: да, соперничество есть, но совсем не в том виде, в каком его представляют. Ее деятельность – это пение, написание песен, настоящий дар, данный Богом. А деятельность Лопес – это что-то совершенно иное. Что ты думаешь о дуэте с Джей Ло? О дуэте? Я не уверена, как это будет звучать. Нет, я не знаю, какая это будет песня. Я не знаю, какая это будет песня. Ты бы согласилась на дуэт с Джей Ло? Да или нет? Ты бы согласился? Нет. И тут появляется новый вопрос. А откуда вообще взялся Томми Мотола? И как Кэрри оказалась втянута в эти разрушительные отношения? В 88-м Кэрри оказалась на гала-вечере Sony, где передала свою демо-кассету, созданную вместе с Беном Маргулисом, Мотолле. Вскоре Мэрайа и Маргулис встретились с Томми. Тот решил, что Бен – бойфренд Кэрри, и поставил себе цель вытеснить его. В результате с певицей был заключен контракт на запись 10 альбомов. Мотола активно взялся за карьеру Мэрайи, и вскоре их почти всегда видели вместе. Позже он признался, что был одержим певицей, добавив, что именно эта одержимость обеспечила ее успех. Начались слухи. 39-летний женатый руководитель и его 18-летняя муза. В 92-м, через 2 года после дебюта Кэрри и после развода Мотоллы, все стало официально. Он сделал ей предложение. Сама Кэрри говорила, что искала в этих отношениях фигуру отца. В ее жизни не было сильного мужского примера. С Томми она чувствовала защиту, но со временем безопасность превратилась в тюрьму. Разница в возрасте была огромной, и певица понимала, ее выбор был продиктован скорее детскими травмами и жаждой стабильности. В интервью она сравнивала себя с певчей птицей в позолоченной клетке. Ей запрещали многое: высказывания, встречи, даже простые прогулки. Особняк, построенный ими вместе, Кэрри прозвала Синг-Синг,
в честь тюрьмы. Дом был напичкан камерами, Томми регулярно звонил по внутреннему домофону, чтобы спросить, чем ты занимаешься. Мотолла изолировал ее от внешнего мира. Кэрри приходилось получать разрешение выйти из дома. Он угрожал и давил эмоционально. Рая мечтала о спасении. Наконец случился разрыв и объявление о разводе. В декабре 99-го вместе с браком сгорел и тот самый Синг-Синг. Особняк, который за год до этого продали за $20 миллионов, уничтожил пожар. До сих пор это считается одним из самых дорогих пожаров в Голливуде. Разрыв дался тяжело, но он стал началом свободы. Музыка и образ Кэрри начали меняться. Томми же, уязвленный и униженный, сделал все возможное, чтобы испортить жизнь бывшей жене. Позже Марайя признавалась, что ей понадобилось 8 лет, чтобы заново обрести себя. В клипе «We Belong Together» она вновь надела свое свадебное платье и сбежала от жениха, который был намного старше ее. Для Кэрри это не было оскорблением свадебного дня. Она говорила, что ужасными были не клятвы, а отношения после. Так Мотолла и вышел на Дженнифер Лопес. Он увидел в ней тройную угрозу. Актрису, танцовщицу и певицу, способную покорить массовую аудиторию. За новую звезду пришлось побороться. На Лопес претендовали и другие лейблы. Но Томми сделал все, чтобы ее популярность загорелась именно на Sony. Менеджеры Дженнифер сначала сомневались, не испортит ли музыкальная карьера ее репутацию актрисы. Но успех дебютного альбома быстро снял все вопросы. Для записи On The Sex подключили Родни Джеркинса, вместе с которым родился первый сингл If You Had My Love, превративший Лопес в новую поп-звезду конца 90-х. Но этот трек не предназначался для Дженнифер. Уже с дебюта началось воровство. Родни написал почти идентичную песню под названием If I Gave Love для Шанте Мур. В студию решил зайти Диди. Он услышал демо и заявил: «Я хочу эту песню», несмотря на то, что она уже предназначалась для Мур. В результате Джеркинс переделал трек и переписал его как If You Had My Love для Дженнифер. А трек Мур так и не вышел. Позже Шанте призналась, что ее вынудили отказаться от трека, поскольку у Лопес была такая машина по продвижению, с которой конкурировать было бессмысленно. Я слышала, что это произошло, потому что Пав Дэдди вошел, услышал мою песню и сказал, что хочет ее. Ему ответили: «Да, но она уже занята, мы написали ее для Шанте и бла-бла», а он в ответ: «Да, хорошо, я хочу эту песню». И Родни написал ту же самую песню. Если вы послушаете мою песню, то она точно такая же. И это был только первый случай. Вскоре стало ясно, Лопес зачастую не записывала песни с нуля. Ей приносили почти готовые демо, которые она просто перепевала. Так произошло и с ремиксом I'm Real. Когда Ja Rule закончил трек, нужно было показать, как он должен звучать. Для этого пригласили Ашанти. Она записала демо, которое Лопес, по сути, просто переписала. Ашанти затем рассказывала, что был сохранен ее бэк-вокал, импровизации, какие-то фишки. Она была уверена, что ее вокал не будет использован в самой записи. Но он остался. Я написал песню I'm Real для Дженнифер Лопес и спел ее оригинальную версию в качестве референса. Ну, конечно, я звучал ужасно, поэтому Ашанти записала демо для Дженнифер Лопес, и когда они свели запись, Ирв оставил часть ее вокала фоном. Так что Ашанти все-таки участвует в этой песне. Ее голос слышен на фоне. Я так думаю, но это слухи. История повторилась и с ремиксом Ain't It Funny. Здесь Ашанти не просто записала демо, она написала текст песни. Когда демо было готово, Ашанти хотела оставить песню себе, но она снова ушла Лопес. И снова бэк-вокал и прочее были сохранены. Еще одной песней, которую хотели забрать для Дженнифер, мог стать хит What's Love. Изначально его планировали как дуэт Фэт Джо и Лопес. Демо снова записала Ашанти. Трек показали Джо, сказав, что этот голос будет заменен на голос Дженнифер. Но Джо настоял. Вокал Ашанти звучит идеально. Никакие латино-вайбы Джей-Ло там не нужны. В итоге песня вышла именно с Ашанти и стала для нее большим прорывом. Этот успех мог стать началом долгой звездной карьеры, но вскоре Ашанти просто исчезла. Многие считают, что Лопес украла ее карьеру.
Сама Ашанти позже говорила, ее вклад в эти хиты долго оставался незамеченным, и только годы спустя ей начали отдавать должное. Формально Лопес и лейбл ничего не нарушили. В буклете альбома в I'm Real Ашанти указана как бэк-вокалистка. Но вот в кредитах к Ain't It Funny о ней ни слова, но хотя бы в клипе пригласили сняться. Еще одним спорным треком в карьере Лопес стала песня Play. Ее автором была 19-летняя Кристина Миллиан. Она написала ее за 15 минут, записала демо и сама исполнила бэк-вокал. Изначально Миллиан планировала оставить композицию для своего дебютного альбома, но Мотоло услышал демо и сразу заявил, эта песня должна быть у Джей Ло. Когда песня перешла к Лопес, Кристина активно участвовала в доработке. Ее вокал сохранился в финальной версии трека. Как обычно, время спустя и из этого попытались раздуть драму, что Дженнифер украла и карьеру Кристины. Но здесь Лопес вообще никак не участвовала. Миллиан исчезла, потому что Джей Зи решил плотно вложиться в Рианну. Я делала подробное видео по теориям заговора вокруг Джея и Рири. Ссылку оставлю в комментариях. Кристина же выразила абсолютную поддержку Дженнифер. Она счастлива, что на пластинку попал ее трек, и нет ничего преступного в том, что в песнях присутствуют голоса других исполнителей. Такое сочетание лишь делает треки лучше. И пусть песня не получила статус фита, роль Миллиан признана как соавторский вклад и бэк-вокал, что она считает вполне справедливым и достаточным. Дальше был альбом This Is Me Then. Влияние Мотолы снова проявилось. Без ведома команды он слил на радио Jenny from the Block, и песня тут же стала хитом. Но и тут Дженнифер не изобретала импровизации и варианты, как же спеть песню. Сделала для нее это Наташа Рамос. По словам Рамос, в Jenny from the Block основной вокалисткой можно было указывать ее, потому что во многих местах голос Лопес был заглушен почти полностью. Моменты со смехом и фраза «From the Bronx», которая, можно сказать, фишка песни, записаны не Дженнифер. Более того, Рамос участвовала еще в нескольких песнях с этого альбома. Спустя годы Наташа стала уверять, что ее имя было исключено из титров к трекам и что ее обманули. Но если открыть буклет альбома, в кредитах легко можно найти ее имя в графе «бэк-вокал». Рамос уверяла, что на деле ее голос звучал в финальном миксе на первом плане, а не где-то на фоне. Позже она раскрыла финансовую сторону. Ее менеджер заключил с ней контракт на $3500 за запись бэк-вокала для 5 песен. Рамос стала писать, что не получила надлежащую компенсацию за проделанную работу. Кроме того, Наташа утверждала, что сталкивалась с домогательствами со стороны продюсера альбома Кори Руни и не участвовала ни в одном обсуждении условий сотрудничества. Тем не менее, обвинять лично Лопес Рамос не хотела. Она винила лейбл, который ее подставил. На этом конфликты не закончились. Вскоре Дженнифер схлестнулась с Ашером. Во время работы над своим альбомом Confessions он записал песню Ride, но решил не включать ее в финальный трек-лист, понимая, что не справился вокально. Однако материал утек, и песня разошлась по клубам. Позже продюсер Рич Харрисон переработал композицию, оставил духовые партии, переписал текст и аранжировку и отдал ее Лопес. Так Right превратился в Get Right, первый сингл ее альбома Rebirth. Ашер не знал, что песню кому-то отдали. Он обрушился с критикой на Дженнифер, что она якобы украла песню, от которой он отказался, и стал настаивать, что имеет право хотя бы на издательские отчисления или соавторский гонорар. «Я не включил трек в свой альбом, потому что не смог исполнить правильно. Но я не ожидал, что Джей Ло просто так его заберет. Это совсем не круто, и лучше мне получить права, иначе будет плохо». Такое возмущение было объяснимо. Харрисон написал трек в соавторстве с Ашером и потом без его ведома просто переделал трек под другого исполнителя. Интересно, что после релиза диджеи начали ставить обе версии подряд, что только подогрело интерес к песням. На Ашанти кража чужих карьер не закончилась. Еще одной артисткой, чью карьеру якобы перекрыла Дженнифер, называют Амири. В 2005-м ее трек One Thing взорвал чарты и сразу сделал певицу новой звездой R&B. Песня стала ее визитной карточкой.
Но пошли слухи, что лейбл не верил в хит и планировал отдать его Лопес. Амери не стала ждать и сама слила песню на радио. Риск полностью оправдался. В это время и вышли сингл Lopez Get Right, а Бейонсе выпустила Green Light и Sugar Mama. Сходство было настолько очевидным, что поклонники Амери тут же обвинили их в том, что они перехватили стиль. Фанаты Бейонсе были не согласны, указывая, что она нашла свое звучание в первом альбоме и просто продолжала его развивать. Несмотря на споры, факт оставался фактом. После One Thing карьера Амери пошла на спад. Многие фанаты уверены, что лейбл сделал ставку на Лопес и Бейонсе, а Амери осталась без поддержки. Но была в альбоме Роберт еще одна песня, и в этот раз с поддержкой звезды, у которой украли трек, выступила Марайя. Первоначально Ride or Die был написан для Брэнди и ее альбома, но релиз несколько раз откладывался и песня ушла к Лопес. Как обычно в неизменном виде, вокал Брэнди никто не стал переписывать, и никто не стал указывать ее имя. В графе бэк-вокал значился совершенно другой человек. Несколько лет спустя Брэнди запостила совместное фото с Кэрри, добавив хэштег «She knows me». Марайя скромно написала «Конечно, подтверждаю». Поклонники тут же набросились на Брэнди, пристыдив ее за остроту и обвинив в нападках на Джей-Ло. В итоге Брэнди просто закрыла комментарии. Если вам станет интересно послушать треки в их первозданном виде, проходите в Telegram, там оставлю полные версии. Но фраза «я ее не знаю» не осталась в нулевых. Она продолжала жить и дальше. В 2014-м Дженнифер снова подчеркнула, что никакой личной вражды у нее с Марайей нет. Да, она читала нелестные комментарии в свой адрес, но сама всегда была поклонницей Кэрри и с радостью подружилась бы с ней. По словам Лопес, они пересекались, но так и не познакомились по-настоящему. А то, что Марайя ее не помнит, потому что просто забывчивая. Сама Кэрри в этом признавалась. Да, она говорила такое, она забывчивая, я полагаю. Мы встречались много раз. Я очень забывчивая. Видимо, да, очень забывчивая. Потому что я не помню ничего, кроме того, что это было просто «Привет, я такая-то», и дальше пошли. Потом еще раз «Привет», и все. Если бы я никогда не разговаривала с тобой и меня спросили о тебе, я бы сказала, я не знаю его. Через год на Billboard Music Awards камеры поймали Дженнифер листающую ленту во время выступления Кэрри. Лопес оправдывалась, что отвлеклась лишь на секунду, но видео показало, соцсети она проверяла куда дольше. И как бы вот доказательство, что все-таки они пересекались в жизни. Это было длинное выступление. Я смотрела почти все. Я опустила глаза на секунду. И сразу начали смотрите на нее. Позже Кэрри уточнила, что ее знаменитое «я ее не знаю» вовсе не было нападкой. Она просто сказала правду, не знакома лично и не собирается разыгрывать голливудское «давайте притворимся лучшими подругами». Забавный факт, что в защиту Лопес выступила Дэми Ловато, обвинив Кэрри в грубости. Марайя, сохраняя свое лицо дивы, просто ответила, что и ее не знает. В 2024-м конфликт снова всплыл. СМИ обсуждали трудности Дженнифер, слухи о разводе с Аффлеком и провал тура. Инсайдеры уверяли, Марайя явно не сочувствовала коллеге, а скорее радовалась ее неудачам. В кругу друзей она якобы называла Лопес переоцененной и фальшивой и видела во всем происходящем чистую карму. Кэрри готовилась к своему рождественскому туру и с особым удовольствием подчеркивала свой успех. А год спустя Марайя снова напомнила о знаменитой фразе, на этот раз встроив ее в клип на новую песню Type Dangerous. В видео с неожиданным камео появился Мистер Бист, которого Марайя отшила словами «Я его не знаю». Это было воспринято как изящная игра с собственным наследием и подтверждение ее статуса королевы шейда. Конфликт Марайи и Дженнифер стал частью поп-культуры. Фраза «я ее не знаю» продолжает жить своей жизнью. Джей-Ло все это время пыталась показать уважение, оправдывалась, но Кэрри сохраняла свой образ холодной дивы. Кто-то думает, что это такой же хороший пиар. Чем больше сплетен, тем больше слушают музыку. А кто-то верит, что в реальности между этими женщинами случилось нечто большее, чем просто 4 слова.
Настоящую правду мы узнаем вряд ли. И знают они друг друга или нет, уже не важно. Они обе оставили свой след в истории музыки и, возможно, уже вдохновили новое поколение звезд на еще одну версию I Don't Know Her. Ну и на этом все. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Делитесь в комментариях своим мнением, ставьте лайки, подписывайтесь на нас везде, где только сможете и захотите. А мы пошли работать над новым видео. Увидимся совсем скоро.